Мы выехали с водострела, и опять все слава Господу, живы. Это как в прошлой жизни, это как будто в хорошем, ярком, цветном сне. «20 лет у меня была ивент-компания. Я и говорю и не верю сам, что это правда так было. Но мариупольцы подтвердят. Компания «Событий Фигаро» 20 лет победоносно несло знамя самого успешного, как это сказать, ивента. Это двигалось на протяжении 20 лет, и это был один сплошной праздник. И я бы никогда этого так не понимал, как я понимаю после того, когда началось 24 февраля, и жизнь полностью перевернулась, и теперь это абсолютно другая жизнь. Праздники, веселье, события, неожиданные поздравления и сюрпризы сменились постоянным стрессом и ожиданием постоянно чего-то плохого. Или еще не все доравняли мне. Они пошли прилеты. А стреляют вон с той девятихатки. Опять. Что и происходит каждый день по сегодняшний день. До 24 числа все у нас было не просто хорошо, идеально, а все было супер, Мариуполь процветал и как город, и как жители, и как один огромный организм. Это все было ярко, цветно, как будто вот в хорошем кино. Когда наступила эта дата, 24 февраля, мы, никто, мало кто из жителей вообще верил. Я перезванивался со всеми, и мало кто верил, что вообще будет происходить то, что происходит. Думали, в Широкино, мы 8 лет там в Широкино, и это происходило постоянно, какие-то взрывы, какие-то наступления, контрнаступления, все это было на уровне километров, не больше. И когда прошло 3 дня, и там, или сколько, 3 марта отключили вообще все, и не было ни связи, ни воды. Сегодня день, когда отключили ночью газ. Какое число сегодня? 7 марта. Завтра будем женщин поздравлять, не знаю, шашлыками, чем. Не унываем, прорываемся. 8 марта еще бомжи разворовали ларьки с цветами, и мы раздавали и шутили женщинам цветы из ворованных ларьков, думая, что все это должно вот-вот закончиться. 10 марта. У нас радостная новость. Самолет скинул бомбу, она не взорвалась. Вот так вот, на Парковом, возле МГУ. Весна. Бомбят, а мы водичку греем. — 11 марта к нам прилетело 2 бомбы во двор. И это абсолютно точно было понятно, что все закончилось и уже не будет никогда, как прежде. Открывая дверь своей квартиры на 1-м этаже, я слышал крики на площадке. И когда я открыл дверь, я увидел мертвых своих соседей, с которыми я 1,5 минуты назад во дворе на костре грел чай. Это было утро. Сходишь с ума, друзья, у нас погибли из нашего подъезда люди. Вообще не смешно. Когда это закончится? И я просто уже не понимал, что происходит. Это невозможно объяснить никому, и это понять нельзя, если ты это не переживешь. Но все, что я увидел, это перевернуло и разбило вдрызг просто все мое представление, понимание о стрессе, о стрессоустойчивости и вообще о чем бы то ни было. Абсолютная беспомощность, абсолютная... Ты понимаешь, что с тобой никто не будет ни советоваться, ни разговаривать. Вас просто убивают. Ни по причине, ни по объяснениям. Просто все должны умереть. Почему я так говорю? Потому что так это и происходило. Все умирали. Улица за улицей. Бомбы ложились все дальше и дальше, ближе к центру. Я собрал всю свою семью
переступая через трупы, через кровь, через мозги на ступеньках. Я старался, чтобы сын мой этого всего не видел, бесполезно. Все это видели, затащил в разорванную машину с пробитыми окнами и отъехал дальше к центру, где я увидел своего друга Артема Алиференко, который занимался бомбоубежищем. Цель у меня была одна – найти бензин, потому что у меня было его мало, и как-то через фронт проехать, рискуя. Я знал, уже много машин пробовали, их расстреливали, и много машин с детьми, с семьями просто вот так на улице валялись, стояли на обочине, горели, потому что люди пытались выехать, не получалось. Но я понимал, что оставаться в городе бесполезно, и надо будет также пытаться вот так на свой страх и риск выезжать. Попросив Артема бензина, он сказал: да, пошли ко мне в бомбоубежище, я тебе дам. И это было второе шоковое мое состояние, которое, наверное, вот сегодня и диктует мою жизнь, которая положила основание моим новым целям. Знаете, в жизни каждого человека есть свои какие-то удовольствия. Путешествия, книги, какие-то удовольствия, я не знаю, шопинг у девчонок. Мужчины тоже от чего-то кайфуют, я не знаю, там, мелочи, может быть, какие-то там часы, аксессуары, там, ремни красивые, обувь. Я был тоже этим заражен немного, и у меня была шикарная коллекция обуви. Часов было достаточно. Я был от этого счастлив, наслаждался. На сегодняшний день нет никакого кайфа вообще в этом смысле. Есть только одна тема – дети. Почему? И спасение людей, потому что эвакуацией мы продолжаем заниматься и по сей день. Потому что я зашел вот в какой-то день, это было 12, наверное, или 12 марта, я зашел в бомбоубежище, где увидел 300 серых, грязных, похожих друг на друга человек. Они стояли в очереди друг за другом с пластиковыми одноразовыми тарелочками, чтобы их накормили. Там был чан большой, и их накладывали им, и они так стояли. И вот из этих 300 человек, представьте, в помещении, это огромная толпа людей. Из них ровно половина, 150, это были дети несовершеннолетние. Такое увидеть, я не знаю. Я хочу это показать всем, кто нажимает на кнопку, когда бомбы летят в сторону мирных городов. Пусть они просто зайдут в это помещение. Я уверен, они, если не сойдут с ума, то точно что-то поменяется в их жизни, как поменялось в моей. Я был потрясен абсолютно. Я был уничтожен и раздавлен. Я хотел как можно быстрее оттуда уехать. И я попросил Артема, говорю, дай мне канистру бензина, и я поеду. Он дал, я ушел, и мы перебрались ближе к центру, как я говорил, и туда тоже прилетели бомбы, грады, и картина была еще хуже. Люди, которые готовили еду возле подъездов, они прямо вот 3 человека готовят еду, 3 человека лежат. Там 5 человек готовят, неважно, бабушка, мальчик, женщина, кто они там, неважно, подъезд, 5 человек там лежат. Что начали бить градами какими-то кассетами, они взрывались в воздухе, и гибло буквально все вокруг. И это было только начало этого ужаса. И мы приняли решение перейти тоже в бомбоубежище. Мы переехали туда, к Артему. Кинотеатр «Комсомолец». Собираемся все и выезжаем, друзья мои, как вы думали. И я попал в такой момент, когда Артем из своей команды, у него была своя команда, были пацаны, они, кто занимался водой, кто едой, кто готовкой, приготовлением, кто ремонтом, кто еще чем-то. И вот он предложил там на очередной планерке ехать за едой, для того, чтобы найти еды для жителей этого бомбоубежища. Вам надо понимать, что еды не было вообще в городе, все магазины, все склады, все было разграблено и разорвано в тряпки, просто ничего не было. И это надо было рисковать жизнью, шли бои, все вокруг взрывалось. И я вот попал на это совещание, когда пацаны ездили, и в какой-то момент что-то у них сломалось, и ни один из мужчин не выказал
желание ехать с Артемом на вот эту охоту импровизированную. И тогда Артем повернулся ко мне и говорит: ты не хочешь со мной поехать? Я говорю: ну поехали, съездим. И это путешествие у меня заняло 3 дня. Мы 3 дня ездили без остановки по всему городу, собирая еду. Под бомбами, под обстрелами, под всякими взрывами. Это как раз я там снимал, прилетел в центр города. Вот. Ай-яй-яй. Это центр города, друзья. Я воронка такая. Очуметь. Не наезжай. Вот это братаны. Когда мы набрали мешки круп разных, мы набрали там, Артем нашел опять, у него талант есть находить, он нашел какой-то морозильник, то есть в морозильной камере сохранилась рыба, и эта рыба была красная, там был лосось, там было вот такое замороженное. И он притащил все это в бомбоубежище, и там сделали огромную уху. И люди, которые в жизни не ели красной рыбы, они были в шоке, что во время войны они кушают суп и красная рыба, они ее едят, они в шоке, они что это такое. И вот среди этого мы набрали еды, самое главное, забегаем в автобус и ждем одного, кличка Дьякон. И он выходит в спортивном новом костюме, на руке спортивные костюмы, тут какие-то дубленки, курточки, идет, вокруг летает, все взрывается. Я говорю: быстрее, мы еду собираем. Что это такое? Он говорит: а вы подумали о том, что детям холодно, что детей надо одевать? И я был в шоке, он был абсолютно прав и так безмятежен, что это просто эта картина вот кустурица какая-то, понимаете, это не укладывается в голову. Вадим красавчик, и он принес одежды, накидал, носки какие-то, все нашел, мы приехали, и все это бомбоубежище разлетелось за секунду. Все оделись, потому что температура, напомню, -8 в помещении. -8 в помещении, мерзли все. И я понимал, надо всем собираться уезжать. Каким образом, я не знал, но знал, что надо, потому что воля была подавлена абсолютно у всех. Все ходили как тени. Это вот я говорю, и вы понимаете, что вы меня слышите, но вы никогда этого не поймете, если вы не переживете это в себе. У вас есть внутри воля, у нас внутри есть чувство достоинства, и вам кажется, вы чувствуете себя человеком, вы можете. Все это хорошо, пока возле вас не взорвется 1,5-тонновая бомба. И вот мы решили с моим другом искать лазейку, чтобы выехать. Естественно, все 300 человек, ну, это громко сказано, но большинство были против, потому что вокруг все ближе и ближе приходили взрывы. Я с Артемом выехал на край города, где море, Мелекинская трасса, все знают, и увидел, там много машин стояло. Я удивился, говорю: почему вы не выезжаете? Они говорят: смотри, вот сегодня бои ушли в сторону, и ушли военные, дорога как бы без блокпостов, но там мины противотанковые, и мы боимся выезжать, мало ли что на той стороне, может быть, расстреляют. И это было 13 марта. И я понял, что это наш шанс, надо. Две девочки, 4,6, да, или может быть 5,7, ну вот этот возраст. И вот они выходят из бомбоубежища, вокруг все взрывается. Мы бежим, это было 14 марта, мы бежим сесть в машины и уже уехать, думая, что мы уезжаем навсегда. Назад вряд ли получится вернуться, идут бои, и мы оставляем этих всех людей, жуть. И две девочки выходят. Все боятся, все сидят в бомбоубежище, а эти девочки ничего не боятся, потому что я говорю: почему вы не идете в бомбоубежище? Они говорят: ну вы же здесь ходите, значит все будет хорошо. Вот так они нам доверяли. Раз вы здесь, значит и у нас все будет хорошо. И это покупает. Я не знаю, если ты человек, ты на это реагируешь, рефлексуешь. И я говорю: дети, давайте уходить. Они говорят: нет. И они идут обе с нами, мы вас проведем. И вот они серые, грязные, вы понимаете, это один цвет, серый, пыль подвальная. Ясно, что одежды у них разноцветные, наверное, но все один цвет. И вот у одной кот настоящий живой висит, вот так она его держит, кота. И кот висит просто как игрушка живой, потому что он безвольный такой вот. А у другой медвежонок игрушка, такой же серый, все серое.
и кот, и медвежонок, и они одинаково висят такие под мышками, и они две подружки держатся, две сестры, говорят: дядя, ну вы за нами хоть вернетесь? И я так говорю: да, конечно, вернемся, ну даже не думая, что мы вернемся. — 14 марта утром мы собрались, выехали на моей побитой машине, и это было очень так, как в кино, знаете, рядом стоят целые джипы красивые, с окнами целыми, все нормально, но никто не едет. И наша колымага пробитая, простреленная снайперами, осколками, прет самая первая, открывая эту дорогу. Это было смешно, с одной стороны, потому что смех это уже был не от веселья, а от нервной истерики. Потому что это невозможно описать. Эти мины, и мы поехали, и за нами эти 30 машин, и мы выехали, и к ночи мы доехали к селу, где решили переночевать. Переночевали, вспомнилось все. Дети, бомбоубежище, соседи, беспомощность. Этот образ девочек, вы знаете, такое ощущение, как будто это мои дочки. Вот ощущение постоянное, непереставаемое. Это мои дочки, я должен за ними вернуться. И я понял, что надо возвращаться. Это, друзья, уже совсем другое направление. И мы тоже едем за людьми. Иногда приходится вот так вот ехать. Непонятно откуда, непонятно куда, но точно понятно зачем. Движемся в Мариуполь. Мы наняли автобус большой, смело заявляю, что такой эпичной поездки, как у нас, ни у кого не было. Потом мы взяли второй автобус, третий автобус, мы его возили автобусами. Какими матюками мы сюда приехали, даже не спрашивайте. Но детей мы все-таки вывезли. Дальше Червонова, Покровская, Мангуш и так далее. Счастливый дед. Кажется, все нормально. Естественно, в селах мы договаривались с местными жителями, что мы на время брали наших беженцев в квартиры, в школы. Красиво выглядит, холодина, как на улице здесь. Бедные дети, бедные женщины. Но у нас нет другого выбора. Здесь хотя бы не взрываются снаряды. Молодые мамы. Поэтому мы вырвали их из Мариуполя. Будем думать дальше, что делать. Мы снимали села целые, арендовали. Привет, я не хочу называть села, чтобы вам не прилетело. Они еще там под оккупацией. Но они настоящие герои. Настоящие герои. Самое близкое к Донецкой области — это Запорожская область. И когда мы вывозили людей, мы довозили до Запорожья. И я был потрясен. Постоянные поездки у нас были. И мы были больше там, на оккупированных территориях, где нет связи. Поэтому никакой коммуникации, ничего не знаю, интернета нет. И когда мы приезжали, и знаете, когда ты приезжаешь и привозишь 20 человек, и их какие-то люди приезжают туда и разбирают их. И потом мне пишут тех, кого мы привезли, что нас накормили, напоили, нам дали одежду, мы переночевали, и нас посадили на поезд или на автобус, и мы уехали. Я думаю, кто эти все люди? Как это работает вообще? Как это может происходить? А потом, когда мы привезли 150 человек, а потом 300 человек мы привезли. И вот представьте, 300 человек, это огромное количество народу. И вдруг приезжают туда, на эпицентр, и их всех расхватывают, и всех 300 человек забирают. Я думаю, кто это? Я вам хочу сказать, это легендарный город Запорожье. Это легендарный. Я нигде не видел такого. Нигде, простите, но нигде такого я не видел. Не сдают квартиры. Не за баснословие, не за дешево, а просто отдают свое жилье. Переделывают школы, адаптируют. Но я вам хочу сказать, это огромное количество. За день 1500 человек приехало, и их всех разобрали по всему Запорожью. И самое главное, что обратная связь есть, и они говорят, нас накормили, нам дали одежду, мы переночевали, мы искупались, воды же нету, там не было. Искупаться — это было счастье.
Мы искупались, и теперь мы дальше едем. Куда? И кто куда? Кто в Киев, кто в Германию, кто в Западная Украина, там, Ривны, Львив. Кто куда, но здесь, в Запорожье, это была огромная, невероятно качественно работающая фабрика по отмытию переселенцев. Доброе утро. Мы отвезли людей в безопасное место, затарились гуманитаркой, еда, медикаменты. Едем в Маріуполь назад. Все буде гаразд. Люди пришли в церковь за едой, и мы совершенно случайно проезжали мимо. Ну и раздали. Я не верил, что вообще это происходит. Мы всех обнимали и целовали как родных. Вы помните эти? Ну, все помнят эти первые дни. Мы все были родными. Ни у кого не было своего. Все друг друга подкармливали, детей, собак, друг друга. Все друг друга клали спать где угодно. На кухне могло 9 человек быть. Я спрашивал, кто это, вы знаете? Нет, никого не знаю, им просто негде спать. И все это было по-настоящему. Это была одна родина. И все, и село уже одна семья. И мы друг другу. И мы потом уже мы уже уехали в Запорожье, вернулись назад. Мы в то село не заезжаем уже дня 4. Потом мы забираем людей и приезжаем в это село. А там уже село с этими переселенцами, с нашими беженцами уже живут. Дети там что-то кушают во дворе. Я смотрю, думаю, боже, что происходит? Как их вывозить? Если сейчас хоть один военный туда попадет, их же всех расстреляют. Их надо спасать. А те уже все нормально. О, привет! И думаешь, боже, что происходит? Как это? Это такое сумасшествие было. Тяжело, дорога тяжелая. Сколько стояли? 3 суток там стояли. Очень, конечно, сложно. Очень Сколько вы ждали? долго. Около 2 недель, Около 2 недель. вот даже так вот. больше. Всегда были какие-то объективные причины для того, чтобы выехать пораньше, приехать, потому что надо было то пропуска оформлять. В самом Мариуполе то шофер один, без шофера машина осталась, поэтому сложновато было. Это ж надо было еще всем фильтрацию сделать. Конечно, правильно? обязательно фильтрацию, это ж фильтрация, поехать. она ж не везде, не у нас в городе ее вообще нет, это по Донецкой области возили. Вот, и, естественно, вот только таким образом мы смогли собрать эти... Странное дело по фильтрации. Можно фильтрацию не делают, если нет паспорта, а паспорт не выдают, если нет фильтрации. Семья, 3 человека. Добирались благодаря водителям. Условия содержания на Васильевке были очень нехорошие. Дом у нас сгорел полностью, и сгорели документы, все карточки. Как вы без документов доехали? По ксерокопиям мы доехали. У нас сохранились чудом ксерокопии. Ни душа, ни туалета, ничего. Вот так вот люди жили, ни душа, ни туалета. Но, слава богу, добрались, спасибо. И мы их расселяли, мы вытаскивали каждый день. 14 числа мы выехали, 15 марта мы уже были опять в Мариуполе. 16 марта мы были опять в Мариуполе. 17 марта мы выехали на Запорожье уже огромным табором. Вот они выгружаются, выходят и отправляются дальше кто куда, кто на Львов, кто на Тернополь. Вон дядя Слава, герой наш, он вез вот этот автобус. Вы проехали столько времени вместе, вы организовались, вы ели с одной тарелки, понимаете? Поэтому вы организовываетесь, кто-то старший, активный вы. И берете всю группу, ведете в зал, и там уже ищете кого-то, представителей служб каких-то. Все, всего вам такой доброго. замечательный водитель. Удачи вам. И вам тоже. Удачи. Берегите себя. И вы себя берегите. Такой веселый. Все будет хорошо. Парень пошел из бомбоубежища, пошел купить своим детям, своему сыну и семье, у него была жена и теща, купить, или мама это его была, я не помню, но женщина пожилая, купить еды или сладости, или что-то такое. Он пошел туда, в Зеркально, на 1000 мелочей, и туда начались перелеты. И как кто-то пришел к нам в бомбоубежище, сказал, придите, лежит раненый мужчина, и он говорит, что он отсюда, от вас, из бомбоубежища, комсомолец. Мы с Артемом сели в автобус,
поехали туда и с пацанами, пацаны с нами поехали. И правда так и было. Этот парень лежал, в его спине был осколок с размером с лопатку. Торчал в спине, и нам сказали, что не вытаскивайте, он сразу умрет, прямо с осколком забирайте его. Мы его затащили. Сразу было видно, что он очень много потерял крови. Белые губы, зеленое лицо. Мы привезли его, наш врач что-то ему сделал, я не помню, и несколько часов он прожил и ушел в вечность. И мы похоронили его прямо во дворе бомбоубежища. И, естественно, эта смерть повлияла очень сильно на всех, кто был в бомбоубежище, и тем более на его жену и на бабушку. И когда я в очередной раз приехав, мы приехали какой-то там 3-й или 4-й раз, и мы предлагаем этой маме: забирай сына, надо выезжать. Ну, муж твой уже в земле. Вот это главное, одна из основных причин, которые говорили, почему они не едут из Мариуполя, это, это же небезопасно, нас же могут убить. И я говорю, конечно, абсолютно точно, но здесь вас могут убить гораздо больше вероятность, поэтому поехали. И они такие: нет, наверное, мы будем в бомбоубежище сидеть, и бабушка тоже. И тогда пришла мысль гениальная, я уверен, это от Бога. Я повернулся к ребенку, 10 лет мальчику. Я говорю: смотри, твой батя погиб. Из мужчин в семье остался один человек. Это кто? Он говорит: я. Я говорю: правильно. Ты мужчина единственный в семье. Значит, кто должен принимать решения за всю семью? И он такой: наверное, я. Я говорю: правильно. Поэтому кто должен сказать немедленно в автобус? И он как заорет: мама, немедленно в автобус! Знаете, и мама, и бабушка послушно взяли сумки и сели в автобус, без всяких разговоров. И мы их вывезли. Потом из Германии, кажется, они мне писали: спасибо, что вы на нас накричали. Я сказал: нет, это не я кричал, это хозяин в доме кричал на вас. Учишься всему на ходу, потому что никогда этим не занимался. Эвакуацией, спасением и так далее. Вся жизнь праздник и веселье. И когда происходят с тобой какие-то моменты, которые ты, во-первых, точно не подготовлен, когда твоя жизнь, знаешь, говорят, это форс-мажор, а твоя жизнь вся из форс-мажоров состоит, то надо немедленно этому учиться. Когда нам сказали, что мы больше не можем ездить и эвакуировать людей, потому что мы очень похожи на волонтеров. Потому что все это время мы притворялись не волонтерами. И мы перестали ездить. Я думал, что самый эффективный я могу быть именно там, посреди полей заминированных, вместе с Артемом, вывозить его звериное это чутье, когда он чувствовал, где заминировано, откуда прилетит. Он чувствовал это за несколько долей секунд, сворачивал. Я думал, он лихачит. Смотрю, сейчас туда прилетает мина и взрывается. Это предчувствие, это талант от Бога. И вот вместе, соединив эти таланты, мы вытаскивали людей и думали, что мы можем быть максимально эффективными в этом. И когда нам сказали: все, вы больше не заедете, если заедете, мы вас или расстреляем, или посадим на подвал, то я понял, что польза от меня может быть только информативная. Я могу администрировать, я могу как-то управлять информацией для того, чтобы помогать людям выезжать. Ну и наши волонтеры продолжали это движение, которые не засветились. И вот в частности получилась такая ситуация, когда мне позвонила, все есть имена, я просто боюсь напутать, медсестра, хирургическая медсестра, она мне позвонила, где на Черемушках, слова забываю, вылетают, простите, там есть больница, Водников, по-моему, как она называется, не помню. И вот в этой больнице ее разбомбило, и там была девочка, она мне позвонила, сказала: нам привезли девочку 12 лет, в ней 5 осколков, и ей оторвало палец. Я пришила как могла, наколола ее антибиотиками, но ей очень надо сейчас помощь. Если сейчас мы ее не вывезем в Украину и не дадим профессиональную помощь, ребенок может умереть. В этот момент мы находились в Мангуши на евробляхах, и к нам придирались уже контрразведка, что мы не можем никуда вообще ездить, что сейчас заберут у нас автобусы и уезжайте вообще, и город закрыт и так далее. То есть въехать в Мариуполь мы не могли. И я не знал, что делать и как помочь. Я понимал, что я внутри глубоко понимал, что мы с девочкой на самом деле прощаемся. Это была самая
последняя мысль внутри меня. Потому что перед этим я знал, что есть еще миллиард всяких вариантов, которые я должен обязательно прямо сейчас использовать. Но чтобы использовать, ладно, вы сидите в тишине у себя в кабинете, и вы думаете, так, чем мы можем помочь? И вы начинаете писать, записывать и звонить. Когда вы находитесь в Мангуше, в оккупированном, и когда говорят, подожди, а ты не тот, который, и ты прячешься, и ты отъезжаешь, и опять приезжаешь, желая, нам надо в Мариуполь вывести людей, Мариуполь закрыт, и среди этого тебе еще, и постоянно звонки, забери бабушку, мой друг звонит, забери мою маму в подвале. Мы 2 раза проезжали мимо мамы, и мы не могли заехать, потому что было 50 человек в автобусе, и шел бой, и мы не могли рисковать людьми, чтобы бросить и заехать в подвал. И так мама в подвале и умерла. Много историй, постоянные звонки, постоянно это все происходило. И среди этого шквала всего звонит медсестра хирургическая, которая меня знает, говорит, привет, Аскольд, забери девочку. И это одна из информаций, вы понимаете. И я не знаю, как помочь, я не знаю, что делать. Я тут же начинаю лихорадочно искать варианты и понимаю, я заехать не могу, никто не может туда заехать. Они не знают как. И связь только с ней, непонятно как, связи не было в городе, но она как-то дозвонилась. И она мне опять дозванивается и говорит, я сказала папе с этой девочкой, чтобы он находился в разбитом доме слева от больницы, и он будет там сидеть и ждать вас, чтобы вы забрали. Если нет, она там умрет. Если да, вы ее заберете слева дом, самый ближний. Все, я уезжаю, нас эвакуируют. Куда, о чем, куда эвакуируют, я не понял. Наверное, дальше, внутрь города. И я просто выложил сторис. Или кому-то, я начал звонить везде, и я сказал, по всей планете, если есть у кого-то возможность позвонить в Мариуполь, по всей планете, кто в Америке, кто в Новой Зеландии, отовсюду мне писали, и отовсюду выражали нам любовь и поддержку. И вдруг откуда-то с Америки мне звонят и говорят, я могу дозвониться до моего дружбана в Мариуполе, он готов прямо сейчас сквозь бой, шел по всему вокруг города, шли очень серьезные горячие бои. Он говорит, он готов выезжать. Давай, скажи адрес. Я ему говорю этот адрес. Я даже не знаю, кто этот пацан. Ты красавец, пацан. Посреди боя он заехал туда, нашел, орал, долго искал. Это мне потом уже Сергей, отец, рассказывал. Нашел эту девочку, этого Серегу, посадил в машину и сквозь бой. Вы просто это не пережить. Это не кино. Это не спасение рядового Райана или еще что-нибудь такое. Это надо прочувствовать и надо понять. Это постоянный страх, это ужас, это твой организм тебя не слушается. Ты переступаешь через себя, а оно все равно как бы против, потому что организм хочет куда-то спрятаться и зарыться в нору. И этот парень садится и вывозит, а нас выгоняют с Мангуша, я не могу его даже встретить, мы уезжаем, и мы постоянно созваниваемся, они едут, мы отъезжаем, мы не можем встретиться, мы заехали в Украину, уже вывезли людей, мы в тот день, самый длинный день в нашей жизни, вывезли 60, больше 60 мужчин, эвакуировали. И вот я уже в Запорожье, и мне говорят, что срочно надо еще куда-то ехать, я опять еду куда-то срочно, и мне Сергей звонит и говорит, брат мой, я уже в Украине, я в Запорожье в больнице, девочки там что-то дают, переливают кровь, что-то делают, и мне предлагают прямо сейчас ехать в Германию, лечить ребенка. Я тебя жду, типа, или мы уезжаем? Я говорю, ты что, с ума сошел, никого не жди, лети в Германию, лечи ребенка, все нормально. И все, и больше история как бы на этом заканчивается. Я больше занимался другими делами, других людей мы вывозили, спасали. Прошло несколько месяцев, и в Вайбере ко мне приходит сообщение и много-много фотографий. Спасибо, Аскольд, что ты спас мою дочку. И я такой не понимаю, кто это, что это, кто это. Он говорит, это я, Сергей, это та девочка, 5 осколков там. И дело в том, что, оказывается, у нее, она потеряла всю свою семью. Я не помню, чтобы не соврать, ну, мама, сестра, бабушка, дедушка. Ну, то есть вот всех потеряла, остался отец. И она и сама, она попала под эту бомбу. И он говорит, я переживал и молился, я говорил, за что это все, Господи, ей. И потом он присылает как палец, как пришили, как она где-то в парке. А потом она играет на флейте. Это было потрясающе. Она играет на флейте, она моя коллега. Я со своим напарником съездил 7 раз, мы вывезли 1500 человек за 7 раз.
Все остальное мы руководили и администрировали. И больше 7 тысяч человек мы вывезли благодаря тому, что нам помогали все вообще. Все мариупольці, всі добрі люди, не знаю, всі. Щиро вдячна за те, що ви допомогли через 5,5 місяців, як ми розлучилися з батьками, привезти їх сьогодні так швидко. Я вам дуже вдячна. Я дуже вдячна за допомогу. Это мамуся, да? Нехай вас И батько. дякую вам. Щиро Спасибо. А дякую. ти, донька, яка тут чекала, да? Я вийшла пішки з Маріуполя. Ми проходили більше 20 кілометрів пішки. Вони би не дійшли просто пішки. Я из города Мариуполя, Ильичевского района. В 7 утра нас забрали, оповестили о поездке, и мы выехали. И сейчас вечером мы приехали в Запорожье. Теперь я дома. Они вывезли нас во время обстрела. Это спасибо вот этому парню. Мы шли по дороге с Мариуполя на Милекино и останавливали все машины и автобусы. Вот так вот и попали в автобус. И мы остановили случайно и Да. забрали тебя с ребенком. Да. Остановились случайно и забрали. Спасибо вам огромное за все. Мы просто безумно счастливы, что мы остались живы и нас вывезли. Мы выехали с обстрела, и опять все, слава Господу, живы. Идем дальше. Конечная еще не здесь. Я точно знал, что надо помогать детям, и знаю это. Каким образом я искал вот вопрос администрирования и работы соцсетей, поэтому все максимально должны на меня подписаться обязательно. И в Инстаграме, и в Фейсбуке, для того, чтобы я это видел. И я увидел, что подарили лагерь целый одним ребятам. И я узнал, что в Мариуполе есть 300 детей, которые социально не просто не защищены, но если мы им не поможем, у них не просто не будет... Знаете, я думаю о детях. Давайте вместе сейчас поразмышляем. Представьте, вот вы видите этих детей, своих детей, которых вы любите и заступаетесь за них, и защищаете их максимально. Соседских детей, которые кто-то лучше ваших детей одет, кто-то хуже. А потом посмотрите на улицу, куда мы не хотим смотреть. Посмотрите на тех детей, которые на улице, которых не любят, или которых не могут любить, или которые не охвачены защитой, любовью и всем остальным. Те, которые смотрят на нас и на наших детей как бы снизу вверх. Представьте, что прошло 10-15 лет. Я сам из Мариуполя, и мое детство тоже было «Будь здоров», с Новоселовки. И я хочу вам сказать, что если детей не любить, то они потом отдадут эту нелюбовь сторицей. Теперь надо помогать этим детям. Их надо захватывать, их надо любить, в них надо вкладывать, как в своих собственных. Только так мы можем общество хоть немного реанимировать, а потом реформировать. Тогда будет все хорошо. Никакие деньги, просто деньги, никакие продуктовые наборы, просто продукты не изменят нашего общества. Только любовь и жертвенность, самоотдача. Поэтому я максимально в это верю. Я вижу людей, которые тоже верят в это. У меня есть единомышленники, и эти единомышленники по всей земле, независимо от денег. Я недавно видел внука миллиардера, который американец, который приехал, психанул в Украину. Это страшно для американца приехать в Украину. Это подвиг приехать в Украину. Он приехал со своей супругой для того, чтобы продолжать помогать детям. Независимо от того, что он не думает про завтрашний день, он не переживает, где ему есть. Он смеялся, шутил, говорит, я снялся с квартиры, которую я снимал, а новую не успел снять, потому что надо было ехать в Украину. И теперь я такой же, говорит, бомж, как и вы, мариупольцы. И мы смеялись, обнимались, целовались, хотя мы понимаем, что какой он бомж, какие мы. Но болит сердце одинаково. Одинаково мысли про детей. Всех украинских детей надо любить, поднимать и помогать, но мариупольским и тем, которые вышли из этого ада, им нужна помощь особенно. И я загорелся этой темой, попросил помощь, и уже вчера мы приехали с первого детского лагеря для наших мариупольских детей, которые... Там много чего. Погибли родители пропали без вести, неблагополучные семьи, богатодетные семьи. Это все один и тот же статус проблемных детей. Мы забрали этих деток от 9 до 15 и уже съездили в Карпаты. Я очень трепетал, переживал и нервничал, но, знаете, это было невероятно.
я опять хочу с детьми в Карпаты. Неделя быстро пролетела? Да! Хотелось бы продлить немножечко, да? В ближайшие числа 20 июля мы едем с такими же самыми статусными детьми, у кого родители погибли. Наши мариупольцы, детки, мы едем в швейцарский спортивный лагерь. Мариупольцы, это все украинцы, это все люди. Порадуйтесь за наших детей, пожалуйста. Кажется, у них детство. И вот этот лагерь, который мы сейчас уже закончили в Карпатах, это как раз про детей, это как раз про наших с вами деток, которые не имеют этой социальной защиты. Самое первое, с чего у меня взорвало голову, это то, что когда мы сели в автобус, я сказал: все, родители на той стороне закончились, теперь папа и мама для вас я. Это прообразная речь, вы понимаете, то есть, как бы ко мне со всеми вопросами, со всеми проблемами я буду вам помогать. А некоторые дети это восприняли буквально, и меня начали называть папа и батя, понимаете. И когда ко мне подходит малыш и говорит: папа, купи мне хот-дог, а ты понимаешь, что бати-то у него нет, это я батя, потому что я так сказал. И ты говоришь: входи возле меня все время, ему 9 лет, маленький. И мама звонит, говорит, он постоянно плачет. Если он вас достанет, типа, я попрошу бабушку, чтобы она приехала в Карпаты его забрать. Я говорю: так он для того сюда и приехал, чтобы перестал плакать. Мы будем, говорю, решать вопросы, через все пройдем, и все будет хорошо. Я это говорил с верой, но абсолютно не знаю, как будет на самом деле. Я вам хочу сказать нагло и авторитетно. На 4-й день он уже был заводилой среди пацанов и уже говорил: батя, я хочу ехать в багажнике, я не хочу, как все, ехать на 2-м или 1-м сидении, хотя самый младший. Я его посадил в багажник, никому не говорите об этом. И он был красавчик, там он сидел на брониках, лежал, такой был серьезный парень. Это действует, и это должно действовать, мы должны это делать. Когда девочка подходит и говорит: папа, можно я тебя обниму? Я не понимаю, как на это реагировать, потому что девочке там 14 лет. Но я говорю: ну иди, Дося, обними. И она подходит, а в этот момент все остальные, кто был рядом, 4 или 5 девочек, и мы, и все вот эти вот цыпленки ко мне бегут обниматься. Папа, папа. Я рыдаю внутренне, вы понимаете? Я не показываю, я улыбаюсь, говорю: девчонки, эй, а внутри я рыдаю, потому что... А вы понимаете, почему я рыдаю.